Вы будете удивлены, но существует Международный день демократии. На этой неделе он отмечался в 10-й раз. При этом никто уже толком не может объяснить, что такое полноценная демократия. Не в теории, а на практике. Потому что даже Америку признали демократией с изъяном. В Европе 18 из 29 стран демократия сдает позиции. Ну, а Россия? Какая демократия нужна нам? Очевидно, что для Европы мы уже давно совсем не демократия, но еще пока и не стали авторитарным режимом. По их шкале нам еще полшага и уже станем. А где шкала-то стоит? А шкалу они поставили, они определили, они выставляют оценки по каждому из направлений. Кто нас всегда судит, Виталий Тойевич? Все. Россию всегда судят все. И внутри России, оказывается, люди, которые регулярно хватаются за голову, говорят: «Боже мой, нас опять не поняли». А многие другие говорят: ну ничего страшного, ничего страшного. Поймут, начнут каяться, перестраивать, потом опять начнут нас учить. У них так всегда. Так все-таки нужны ли демократические ценности? Почему мы никак не можем стать страной, которая бы так понравилась Западу? Что мы пытаемся построить у себя? Быль, реальность. Нет, я ни в какую демократию, конечно, не верю. Считаю, что, во-первых, никакого народовластия никогда не было, нет и не предвидится. Ну нет, это просто иллюзия, на самом деле. В каждом случае конкретно можно разбирать детали, и вы увидите, что народ, да, ну, скажем, достаточно далеко находится от принятия решений. Да, он участвует в выборах, да, но это не значит, что он участвует в принятии решений. Это разные вещи. Именно поэтому не надо делать из демократии религиозный культ. Это не одно и то же. Выбирать на выборах и принимать участие в принятии решений, даже тех, которые касаются лично вас. И поэтому, на мой взгляд, мы, как обычно, идеализируем ту модель, которая принесена извне. Мы себе выдумали такую демократию, как и такой Запад в свое время, между прочим, которой никогда не было, нет и не предвидится. И пытаемся то, что у нас, нашу реальность, сравнивать с некой иллюзией, которая есть у нас в голове. Это в голове у нас присутствует такая модель демократии. Есть ли она в реальности? Большой вопрос. Вот говорят, Запад, страны Запада – это доказательство якобы действенности демократии. Ну, конечно, нет. Потому что это действительно результат исторического опыта развития, исторического развития этих народов. Но в их опыте исторического развития были, как правильно было сказано, сотни лет колониальной системы, когда они из колоний выкачивали огромное количество, так сказать, добра. Были в их истории и моменты, когда в результате демократических выборов приходили тираны, та же самая Германия и прочее, прочее. Является ли их нынешнее, на мой взгляд, достаточно ситуативное процветание, если в историческом, так сказать, перспективе смотреть, является ли оно однозначным и абсолютным доказательством того, что демократия такая-то и такая-то? Или вот здесь было сказано по поводу нашего опыта, если вы говорите об опыте. Да, у нас был опыт демократии в 17-91 году, результат отрицательный. Поэтому, когда говорят, а почему же вот у нас такое вот отторжение этих вещей и недоверие? Да потому что опыт отрицательный. Опыт отрицательный, поэтому отторжение. Потому что, когда говорят, а давайте обязательно обеспечим, так сказать, выборы, прочее, 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 возникает вопрос сразу, да, а не приведет ли это к тому же, к чему привело в 17-м и в 91-м? А вот где гарантия, что не приведет к тому же, к чему привело в 17-м и 91-м? Нет такой гарантии. Тогда возникает другая дилемма. Так что же важнее, принципы демократии или самосохранения? Вот что главное. И чаще всего, действительно, большинство нормальных людей самосохранение оказывается важнее. Они не верят в то, что процедура демократии обеспечит там то-то, пятое, десятое. Но они видели опыт разрушения, и поэтому самосохранение для них, так сказать, кажется большей ценностью. То, что вокруг этого возникают всевозможные побочные схемы, разные негативные явления, в том числе коррупция и прочее, прочее, это неизбежные, ну, что называется, неизбежные жизненные факторы. Вот не бывает такой тепличной ситуации, когда есть все только хорошее, а ничего плохого вообще нет. Такого не бывает. Это жизнь. Вот эта жизнь в схему демократии не укладывается. На мой личный взгляд, важны все-таки цели. Является ли демократия целью? Нет, не является. А что является целью? Тогда вопрос в том, надо определить эти цели и понять. Господин Некрасов очень точно сказал. Подождите, безусловно, нет. Так вот вопрос. На данном историческом этапе, что наиболее эффективно обеспечит достижение тех или иных или других целей? Если, например, в условиях конкретной вот Российской Федерации невозможно выстраивать стратегию на 50, скажем, лет, там, 20, 30, 50 лет, если каждые 4 года переизбирать верховную власть, значит, это не нужно делать. Вот мое личное глубокое убеждение. Мы часто говорим, смотрите, китайцы, они могут планировать на 20, 30, 50 лет. Смотрите, американцы и прочее, прочее. А почему? Потому что там в правящем классе есть консенсус.
по поводу подавляющего большинства моментов и внутренней политики, и экономики, и внешней политики уж тем более. Как он был достигнут консенсус, это по-другому. Когда у нас пытаются выстраивать, мы со стороны американцев слышим обвинения в том, что это авторитаризм, тоталитаризм и прочее, прочее. Понимаете, если человек избрали на 4 года, он не может планировать больше, чем на 3. Ну не может он. Потому что он может только на 3 планировать, а дальше у него выбора. Так вопрос в том, подходит ли это сейчас для России или нет. На мой взгляд, не подходит. Может быть, когда-нибудь подойдет. Может быть, подойдет. Сергей, есть нюанс. Но на самом деле, секунду, я договорю, так сказать, да? На самом деле, все равно цели важнее. Важнее. Способы достижения могут обсуждаться, но если данный конкретный способ не приводит к достижению этой цели, вот он не приводит и все. Может быть, не надо из него действительно делать какую-то икону. И по поводу коррупции, кстати говоря, да, коррупция действительно расхожая тема. Все против коррупции, надо бороться с коррупцией и прочее, прочее. Но если честно, Владимир, ну вот если опустить эти ресурсы и финансы на уровень местного самоуправления, я думаю, коррупция станет мельче, но ее станет в разы больше. Вот это с большой вероятностью так. Поэтому здесь для того, чтобы найти... В народ секунду. не верит, не Дима, Здесь для того, чтобы... Михеев. А может, знает? А при чем И тут- Карен не верит, при чем говорит, тут- всех назначают. Нет, подождите. Оба не Подождите, верят, Владимир. оба не Вера- верят в русский народ Владимир, ни на нет. копейку. А у нас Нет, я такой- как вера в раз народ. верю У в нас, русский да, народ. у нас Да. были такие, Верят, у нас были такие, они в народ ходили, желали строить. Володя, у нас бывало все. Нет, Еще не в этом раз. дело. Как правило, их били, и возвращались они в город печальными и ободранными. И это было. Еще И раз, это еще было. раз. Вот все-таки Всё это важно, было. действительно. Это важно. Вера – это религиозный термин. Поэтому или к этому относиться с религиозной точки зрения, тогда не надо говорить о технологиях, так сказать, и прочее, прочее, прочее. Что централизованное управление будет успешным. Значит, тоже Нет, вера. Тоже нет, вера. я вам говорю, что это Сейчас, может быть успешно сейчас. в тех или иных... Ваша вера Секунду. против моей веры. Это может быть Завершайте. это может быть Один на успешно один. в тех или иных случаях. Так вот вопрос, насколько данная, так сказать, технология адекватна достижению той или иной цели. А вот эта вера в народ, это тоже в значительной степени сказка. Она подходит на выборах, она вы подходит не для верите, вы в политической другое пропаганды. верите. Я верю в реальных людей, а не в народ, который якобы непогрешим. Непогрешимых народов не бывает.